Ну что, добрый день. Так, поскольку я все время все ломаю, меня предупреждают, что сзади меня есть провода и компьютер. Добрый день, мы очень рады вас здесь всех видеть. И мы рады, что вот несмотря на то, что мы вам дали очень короткое время к этому событию, как бы подготовиться, изменить какие-то ваши планы, вы здесь. И это для нас большая честь. И меня зовут Святослав Довбня, а моя коллега Татьяна Морозова. Мы эксперты фонда «Обнаженные сердца». И фонд занимается программами помощи детям с различными нарушениями, ну и аутизмом в большой степени тоже. И я хочу представить профессора Брайана Кинга, нашего, я даже, наверное, уже могу сказать, старого друга, не в смысле его возраста, а в смысле того, что мы знакомы уже несколько лет. И Брайан, на самом деле, сегодня совершил героический поступок, потому что из-за всяких вот проблем с изменениями его расписания ему пришлось лететь 37 часов. То есть, на самом деле, вот, мы благодарны, что вот он совершенно бескорыстно помогает нам улучшать наши знания и помогает улучшать службы помощи в России. И он, наверное, скажет о себе еще пару слов, но вообще он в настоящий момент руководит службами психиатрическими в Сан-Франциско и вот в Университете Калифорнии. До этого он руководил службами в штате Вашингтон в Сиэтле. И он очень известный детский психиатр, соавтор вот последней психиатрической классификации DSM-5. И также у него много разных всяких других регалий, в том числе и в 2013-2014 году он признавался лучшим врачом США по, в общем, национальному рейтингу. И спасибо ему большое еще раз за то, что он здесь. Сложная будет лекция. Мы специально попросили ее сделать такой длинной и сложной, чтобы он нам рассказал то, что, может быть, нам сейчас самим тяжеловато анализировать. Да, он проанализировал большое количество литературы, он будет говорить о вариантах медикаментозного лечения, о других вариантах помощи, о генетике. Но это не чтобы вас всех усыпить, это чтобы мы узнали то, что, может быть, нам сложновато пока еще узнавать самим. Во всяком случае, вот мы ему за это очень благодарны, потому что мы, с одной стороны, имеем возможность вот здесь перед вами выступить, а с другой стороны мы имеем возможность не только переводить его лекции и адаптировать, но еще и самим поучиться, потому что это очень-очень все круто. Вот, спасибо большое, чтобы не задерживать, я передам микрофон Брайану, точнее Тане, потому что Брайан будет говорить шепотом по-английски, но я надеюсь, что вы что-нибудь тоже услышите. Спасибо. Okay, I'm going to stand up. Please be careful. Yes. Доброе утро. Доброе утро. I'd like to thank the Naked Heart Foundation Хочу for поблагодарить bringing me фонд back, «Обнаженные сердца» за то, что меня привезли еще раз. and my dear friends Slava and И Tanya моих for хороших друзей Слав с Таней, taking such good care of me while I'm here. которые так хорошо обо мне заботятся, когда я здесь. This is actually my 4th visit to Moscow. Это вообще-то 4-й мой визит в Москву уже. And I still sadly have only learned 3 words in Russian. К сожалению, я пока выучил только 3 слова по-русски. Доброе утро and спасибо. Thanks and good morning. Yes. So if we could have the next slide. Сейчас мы следующий слайд поставим. This is a picture of San Francisco that I took from the airplane a couple of days ago. Вот это вот фотография Сан-Франциско, которую я снял из самолета пару дней назад. It's a long way away from here. Это далеко отсюда. But there are many things that are very common to both of our cities. Но есть много вещей, которые общие для наших городов. This is actually a photograph that I took when I was last here in Moscow in the spring. Вот это то, что я снял в прошлом году в Москве весной.
And one of the things that you can see in St. Basil's is all of these wonderful patterns. И вот удивительная вещь, которую видно в соборе Василия Блаженного, это вот удивительные эти орнаменты. And we'll be talking a lot about patterns today. И мы будем говорить вот о этих паттернах или орнаментах сегодня очень много. But what we're mostly going to focus on, of course, is autism. О чем мы в основном будем говорить, это, конечно, аутизм. Что? Ну, ты что-то не то нажал. А что с тобой? Все окей. And I was asked specifically to talk about not just autism, but the co-occurring conditions that occur with Меня особенно autism. просили поговорить не просто про аутизм, а про те состояния, которые часто сосуществуют с аутизмом. We'll also review the evidence base for many of the treatments that we use now for Мы autism. также поговорим о доказанных эффективных практиках, которые используются при аутизме. But also focusing on the treatment of co-occurring conditions. А также поговорим о программах помощи при вот этих сопутствующих состояниях. I think what you'll see as we go through the talk today is that our approach has changed over time as we've learned more about not only autism, but some of the processes that might lead to the expression of symptoms. И то, что вы увидите, как наши программы помощи менялись, когда мы стали лучше понимать не только аутизм, но вот эти вот еще имеющиеся одновременно состояния, которые могут влиять на манифестацию симптоматики. So this is a photo that I found online, again of St. Basil's. I think that this is probably what it's going to look like in another month or two. Вот еще фотография, которую я в интернете нашел, тоже собор Василия Блаженного, и, наверное, так оно будет выглядеть там через месяц-два. What one might see in the beautiful decorations here И вот что можно видеть в этих прекрасных декорациях здесь? is a very familiar pattern. Знакомые вам паттерны. So in the sea of decorations, Вот когда вы видите эти шарики, декорации, at least I was able to find a pattern а я тут нашел вот такой паттерн, that is very familiar. и он всем знакомый. In fact, I was seeing the Big Dipper out of the window of the plane early this morning as I was flying in. И я когда летел сегодня с утра, прилетел рано, я видел эту большую медведицу из окна самолета. So this is what it looks like in the sky. А вот на небе она выглядит вот так. And we've all seen this. И мы все ее видели. We can see it in San Francisco, И в Сан-Франциско мы тоже ее видим. and we can see it here in Moscow. И здесь, в Москве, видим. And this very familiar pattern И вот этот известный паттерн, has been visible for centuries. который мы все видим веками. And I want to think about this with you as we think together first about what is autism. И я хочу, чтобы вы об этом думали, пока мы тут разговариваем, что такое аутизм. So autism is a pattern of behavioral symptoms that have been described over many years. Аутизм – это паттерн определенных поведенческих симптомов, которые были описаны достаточно много лет назад уже. And as all of you know, autism was first described in the early 1940s. И как вы все уже знаете, впервые первое описание аутизма появилось в начале 40-х годов прошлого века. It was described simultaneously in Europe and the United И это States. описание появилось в одно и то же время как в Соединенных Штатах, так и в Европе. In Leo Kanner's paper, И в статье Лео Каннера there were a number of symptoms был перечислен ряд симптомов, that came together in a very consistent pattern которые вместе будучи формируют определенный встречающийся паттерн, that Kanner described as a very unique syndrome. который Каннер описывает как определенный уникальный синдром. The core features of the disorder, Основные характеристики этого расстройства, going back to the earliest descriptions, если мы возвращаемся к самому раннему описанию,
include this profound difficulty with social communication. Описывают выраженные трудности в социальной коммуникации. Kanner described it as a lack of affective contact with И others. Каннер описывает это как недостаток аффективного контакта с другими людьми. And then also unusual focus on restricted or repetitive behaviors or interests. А также вот это вот необычный фокус на ограниченном и повторяющемся поведении или интересах. You see that Connor talked about a fascination for objects that were handled with skill. Каннер, как вы видите, описывает это завораживание миром объектов. Connor also talked about impairments in communication more Он также generally. пишет об вообще нарушениях в коммуникации. So at the same time that these cases were being described, В то же самое время, когда эти случаи описывались, Hans Asperger was describing the very same phenomenon in his clinic. Ганс Аспергер очень похожий феномен описывает из своей клинической практики. And whereas Connor described the disorder as very rare, И если Каннер это расстройство описывает как очень редко встречающееся, Asperger was more impressed with how common. Аспергер, The behavior наоборот, was. очень удивлен, насколько часто встречаются подобные расстройства. He reported that their clinic had seen upwards of 200 children Потому что он пишет, что в его клинике более 200 детей таких было. and he described a broader range of social difficulties in his И population. он описывает более широкий спектр социальных трудностей у тех пациентов, которых видит он. So Asperger talked about the disturbance resulting in very similar difficulties as Connor had То есть при этом described. Аспергер пишет об этом нарушении как очень похожих трудностях, которые описывает Каннер. So if we come back to our pattern, Если мы возвращаемся к этому паттерну, we might say that autism is a collection of these behavioral symptoms. мы можем сказать, что аутизм это вот эта коллекция разных поведенческих симптомов. And we've quite arbitrarily divided the symptoms into social communication problems И мы так это решили сами, что мы эти симптомы описываем как проблемы социальной коммуникации. and restricted repetitive patterns of И behavior or вот interests. эти вот повторяющиеся ограниченные паттерны интересов и поведения. And when they come together, they form this picture that we easily recognize in А когда medicine. они вместе случаются, то получается вот эта картинка, которую мы легко распознаем. Just like the Big Dipper. Просто как вот эта та самая большая медведица. One of the problems that emerged over time, however, Однако большая проблема, которая стала появляться во времени, was that we introduced a number of different categorical diagnoses as the autism spectrum. что было описано несколько разных категорий диагнозов, существующих внутри этого спектра. And specifically, we introduced a disorder called Asperger's disorder, И получилось, что есть расстройство, которое называется синдром Аспергера или расстройство Аспергера, which was essentially identical to autism in terms of the pattern, которое абсолютно похоже на аутизм, если думать о паттернах. but the intensity of some of the symptoms was lower. Просто интенсивность некоторых симптомов ниже. So people with Asperger's disorder didn't have quite the degree of impairment. То есть люди с синдромом Аспергера не имеют такой степени нарушения. But what we were asking the field to do was to discriminate between this and this. You might be able to make out the stars in this Но one. что мы просим людей, это попробовать различить вот это и вот это. Я понимаю, что вы здесь звездочки не очень хорошо видите. The point is that the patterns are identical, Смысл в том, что паттерны одинаковые, but the intensity is а different. интенсивность свечения разная. That makes it very hard for the field to actually come to a consensus about when one is present versus the other. И, соответственно, для профессионального сообщества это большая сложность развлечения, когда это одно или когда это другое. And indeed, many studies demonstrated that
expert clinicians could not agree on whether someone had Asperger's disorder or autism. И получается, исследование показывает, что даже очень опытные специалисты, клиницисты, не всегда могут согласиться, в каком случае поставить синдром Аспергера, а в каком аутистическое расстройство. There were a host of other reasons that these disorders were not supported by science. Есть и другие причины, которые показывают нам, что нет научных доказательств. Most notably genetic findings that did not discriminate one from the other. Нет никаких генетических открытий, которые могли бы отличить одно от другого. And so what the field did, what we did Ну и, with соответственно, что случилось в нашей области, то, что мы сделали. the DSM-5, which is the equivalent of our ICD for mental disorders in the United States. Ну вот наша классификация DSM-5, которая есть эквивалентной классификации, используемой в Европе МКБ-10, That we combined these disorders, autism and Asperger's and so on, these categorical disorders were мы combined взяли и совместили вот эти категории внутри аутистического спектра, аутизм, синдром Аспергера, into a single disorder called autism spectrum disorder. в одну категорию расстройства аутистического спектра. These are the diagnostic criteria that И вот диагностические критерии, these are the criteria that currently define autism spectrum disorder. которые на сегодняшний день определяют расстройство аутистического спектра. And I'm showing you here the 3 stars in the handle. И здесь я хочу вам показать, что вот эти вот 3 звездочки на ручке ковша, Which are the deficits in social emotional reciprocity, которые есть дефицит социально-эмоциональной взаимности, the use of nonverbal communication and использование gestures, невербальной коммуникации жестов, and developing and maintaining friends and а также по поддержанию развития дружбы, understanding social relationships и and so on. понимание социальных отношений и так далее. The scoop, the four А вот stars ковшик in the сам, scoop 4 звездочки ковша, are here, они вот здесь. and you see repetitive and stereotype И behaviors, здесь вы видите повторяющееся и стереотипичное поведение, the need for sameness, необходимость стремления к постоянству. and this goes back to the earliest definitions of the И disorder. это также согласуется с ранними описаниями данного расстройства. Restricted interests, Ограниченные unusual. интересы, которые могут выглядеть очень необычно, and then sensory hypersensitivity or hyposensitivity. а также сенсорная гиперсенситивность или гипосенситивность. And then finally, these symptoms need to develop early in development. И также симптомы должны появиться достаточно рано в развитии ребенка And they need to cause significant impairment. и должны превышать к значительным нарушениям функционирования. So now I'm going to show you a slide that you won't be able to read. А сейчас я вам покажу слайд, который вы не сможете прочитать. It's a tiny print. Make a comment. Но для того, чтобы вы все это могли прочитать и не надо было фотографировать, все это будет выложено в разделе «Ресурсный центр» фонда «Обнаженные сердца», то есть вы сможете вернуться к этой презентации и перечитать все эти маленькие буквы, которые мы переводили ночами. There will be other slides like this as well. Там будут другие такие слайды. Thank you very much, Brian. Yes. So the point here is really that you can't read all of these lines. Ну, смысл здесь такой, что вы все равно не прочитаете все эти строчки. But I wanted to give you an idea of the many standardized tools that have Ну been вот developed идея, собственно, что существует много стандартизированных инструментов, которые были созданы, to assist us in diagnosing autism которые spectrum помогают disorder. нам в диагностике аутизма. So among these tools are questionnaires, И среди этих инструментов существуют опросники, and then also semi-structured interviews. а также полуструктурированное интервью.
that allow one to assess these areas that form the которые diagnosis of позволяют нам autism. оценить вот те области, которые в итоге приводят к заключению о диагнозе. And I just want to give you a sample of one of these questionnaires called the Autism Spectrum Quotient. Я хочу вам просто показать один из этих инструментов, который называют коэффициент аутистического спектра. So this is just, again, one example of this long list of tools that can be used to help us. Это просто один из примеров вот этого из большого списка инструментов, которые могут нам помочь. And you'll see examples of the kinds of questions that parents or caregivers are asked. И вы увидите пример вопросов, которые задают родителям или тем, кто заботится о ребенке. And I've highlighted in yellow И желтеньким я пометил items that address social communication те пункты, difficulties. которые имеют отношение к нарушению социальной коммуникации. The next slide shows some more examples. И следующий слайд показывает больше примеров этого дела. And the nice thing about this questionnaire is that the questions go in both directions. И хорошей особенностью этого инструмента является, что вопросы как бы формулированы в двух направлениях. So it's not a long list of things that someone can't do. То есть это не длинный такой список чего-то, что кто-то не способен делать. And the scoring goes in both directions so that А оценки идут как бы финальные в двух направлениях. so that if someone endorses liking social chit-chat, То есть если кто-то любит социальную вот такую вот болтовню, that won't count toward the diagnosis of an autism spectrum disorder. то его не будут зачитывать в ту часть, которая касается диагноза аутизма. So you see that many more examples in this questionnaire, all of which load onto this dimension of social communication То есть deficits. масса там вопросов в этом вопроснике, и вот часть из них относится к вот этому разделу социальной коммуникации. So another questionnaire that's commonly used is the social communication questionnaire. Еще один опросник, который часто используется, он называют опросник социальной коммуникации. And here again, some of the very same types of И questions, там, в общем, примерно такие же абсолютно типы вопросов. but some of these also include questions that get at some of what we believe may be fundamental deficits in autism. Но там также содержатся вопросы, которые имеют отношение к тому, что мы считаем фундаментальными, ключевыми дефицитами при аутизме. For example, questions about joint or shared attention. Например, вопрос по поводу совместного или разделенного внимания. So there are several questions here that То есть get at здесь joint attention. несколько по совместному вниманию. And the classic example that we ask about И классический пример, о котором мы спрашиваем, is this very complicated pointing. это вот очень сложный процесс указывания. So if I want to draw someone's attention Если я хочу чье-то внимание к чему-то привлечь, you are using your laser point. I'm going to point at that portrait Я, допустим, указываю на этот портрет and say, what a wonderful portrait that is. и говорю, какой тут прекрасный портрет висит. But I want Dr. Dubnya to look at that Но portrait. я хочу, чтобы доктор Долбни тоже посмотрел на этот портрет. So while I'm pointing, I look over to see if he's looking where I'm looking. То есть, когда я указываю на портрет, я смотрю, а он-то смотрит на то, что я смотрю. It's a very complicated gesture То есть это очень сложный жест, that requires that I know that Dr. Dobnya has different attention, that unless he's looking where I'm looking, that we're not seeing the same thing. Это сложный процесс, который в моей голове выглядит так. Я знаю, что если мы с доктором Долбней не смотрим на одно и то же, то, возможно, он обращает внимание на что-то другое.
And when we ask parents of children with autism if their child ever does this, points at things and then looks at you to see if you're looking. И когда мы спрашиваем родителей детей с аутизмом, а ребенок у вас такое делает, на что-то показывает, потом смотрит, а смотрите ли вы на это? Very often the answer is no. Очень часто они отвечают нет. It requires a theory of mind. Это требует того, что называется представление о психическом по-русски. And this joint attention И вот этого совместного внимания, that is a deficit very often in autism. который очень часто является дефицитом при аутизме. And in fact, this problem may account for many of the social communication deficits that are in И those эта questionnaires. проблема может как раз объяснять многие из дефицитов социальной коммуникации, которые присутствуют. So the other questions on the social or on the autism spectrum quotient that I've highlighted in blue Другие вопросы, которые касаются вот этого коэффициента аутистического, который я выделил голубым цветом. see, these are questions that ask about restricted and repetitive behaviors. Это and вопрос, interests. который имеет отношение к ограниченным повторяющемуся поведению и интересам. And again, this will be on the handout or the posted slide Это deck. будет, вы это увидите, когда будет готова вот эта презентация и выложит в интернет. And you see the same thing in the social communication questionnaire. И вы видите такой же раздел, который присутствует в вопроснике социальной коммуникации. So, so it's actually quite easy to identify the presence of these symptoms То есть получается, что достаточно просто оценить наличие этих симптомов and to recognize these patterns. и определить этот паттерн. What becomes difficult, А вот что сложно становится, and which requires the kind of training that we all get in clinical, и это требует уже определенного обучения, которое мы все имеем в нашей клинической области, is being able to recognize these patterns when you don't see all of the elements. When это определить эти паттерны, когда вы не все элементы видите. so if the clouds are blocking 2 or 3 of the stars, Если 2-3 звездочки прикрыты облаками, it's expertise like that in the room требуется та самая экспертиза, которая есть в нашей аудитории, that may allow us to recognize that a pattern exists even when we only see a very limited number of these которая symptoms. позволяет нам определить, что данный паттерн существует, даже если мы видим только несколько звездочек. And the other thing that's critically important is that the diagnosis is not just a score on a checklist. И еще одна очень важная вещь, что диагноз – это не просто финальная оценка по какому-то опроснику, финальный балл. The reality is that we might be able to identify this pattern in the sky many, many times if we just look at random stars. Реальность в том, что мы можем подобный паттерн вообще на небе найти часто, если мы просто случайным образом разглядываем различные звездочки. So it's not enough just to have the checklist score, it has to be put into context. Недостаточно просто иметь оценку по опроснику, она должна быть в определенном контексте. And that's why it's so important that trained clinicians, И skilled именно clinicians, поэтому очень важно иметь обученного клинициста, are making the diagnosis and that we're not just having people do it online and diagnose чтобы themselves. он поставил диагноз, чтобы не просто люди что-то там почитали и самодиагностировались в интернете. Now I want to come back to this pattern that's going to show up in the coming months. И я возвращаюсь к этому паттерну, который скоро вы увидите в ближайшие месяцы. So if we scroll to the next one. Мы сейчас к следующему. So over here in the corner Здесь в уголочке is one of the bulbs that's very close to the pattern that we're interested in. есть еще звездочка, которая очень близка к паттерну, который нас интересует, But isn't included in our но она при этом In our- не является частью созвездия. image. It doesn't make for a good scoop, I guess. То есть, может, вы не видите, но, в общем, не оттуда, она не из ковша. But it could have been
Но может такое случиться, If centuries ago someone had drawn the Big Dipper and included this, что веками назад кто-то это рисовал и включил туда. we might have been including it right up until this very day. И если бы кто-то тогда нарисовал и включил эту звездочку, мы бы так и думали, что она там присутствует. And the fact is, as we look at all of the symptoms that we identify as defining autism, То есть, если мы смотрим на все симптомы, которые мы определяем как определяющие для аутизма, there may be other very common symptoms that we just haven't included in the core features of the disorder. есть и другие симптомы, которые мы не включаем в основные признаки данного расстройства, But which nonetheless are very relevant and in fact very common clinically. которые при этом очень важны и очень часто встречаются клинически. So, for example, Например, attention deficit hyperactivity disorder нарушение symptoms внимания, дефицит внимания, гиперактивность и эта симптоматика, are actually very common in young people with autism. они часто встречаются у маленьких детей с аутизмом. In some studies, the presence of attention deficit hyperactivity disorder is upwards of 50%. И некоторые исследования показывают, что нарушение внимания, гиперактивность присутствует в 50% случаев. And what we're finding now with new genetic studies И что мы видим сейчас с возможностью новых генетических исследований, is that there actually may be biological overlap of these conditions. что, похоже, есть вот такое биологическое наложение этих состояний. So some of the same genetic variants that seem to contribute risk for autism То есть похоже, что вот эти вот те же самые генетические вариации, которые вносят свой вклад в риск появления аутизма, also contribute risk for attention deficit также hyperactivity disorder. отвечают за риск появления дефицита внимания, гиперактивности. So you can see, or maybe you can't see, Вы видите, или может вы здесь и не видите, in this slide, a number of genetic variants that contribute risk for both ADHD and for вы здесь autism. видите ряд генетических вариаций, которые влияют на возможность появления как аутизма, так и СДВГ. And the next slide is from a different paper. А следующий слайд, он из другой статьи. And in this study, И в этом исследовании we were interested in looking at biological overlap between schizophrenia and autism. интерес был бы в том, чтобы посмотреть, есть ли какое-то биологическое перекрывание в случае встречаемости и аутизма, и шизофрении. And indeed, И на самом деле one sees the same overlap. есть тоже такое наложение. That if we take a population with schizophrenia То есть если мы рассмотрим людей с шизофренией and a population with autism и людей с аутизмом, and a population with depression и людей с депрессией, and a population with attention deficit hyperactivity и disorder людей с СДВГ, and a population with bipolar disorder, и людей с биполярным расстройством, and we look at genes that might contribute risk to each of those и conditions, будем смотреть на гены, которые, возможно, отвечают за риск появления каждого из этих расстройств. there are some genes that emerge that show up in more than one diagnosis. То есть гены, которые мы видим задействованы при разных вот этих диагнозах. And in fact, there are some genes that show up in all 5 А diagnoses. есть гены, которые мы видим во всех 5 диагностических категориях. So increasingly, science will be challenging the boundaries around which we've drawn То есть получается, что с увеличением научного знания мы будем немножечко размывать границы тех разных состояний, которые мы сами нарисовали. And in the future, it may be that our disorders get redrawn to И, be more inclusive. возможно, в будущем мы перепишем, пересмотрим и описание вот этих расстройств, они будут какие-то более обобщенные. It's very clear that for autism, И совершенно понятно, что при аутизме
the field has long recognized that there are many different pathways in from a genetic В этой standpoint. области теперь понятно, что есть разные совершенно направления внутри, разные комплексы внутри вот этой симптоматики. So there are known genetic conditions like Fragile X, Куда входят и известные уже генетические расстройства, как, например, сломка хромосомы, and tuberous sclerosis или complex, туберозный склероз, этот комплекс, in which more people, in which there is clearly a greater risk for autism than for the general population. И вот в этих вот, при этих расстройствах риск аутизма гораздо выше, чем у других людей обычных. And the problem that this creates for us as a field И проблема, которая для нас в этой профессиональной области возникает, is a problem of apples and oranges. это проблема яблок и апельсинов. So the underlying physiology that's present in Fragile X То есть вот та физиология, которая стоит за X-фрагильной хромосомой, is very different than the physiology in tuberous sclerosis очень complex. сильно отличается от физиологического комплекса туберозного склероза. So at some level, we need to ask whether it actually makes sense that the same treatment would work in both conditions. И на какой-то ступени мы должны спросить, а надо ли пробовать лечить или программу помощи для вот этих двух разных комплексов делать одинаковыми. This is particularly relevant for some of the medical interventions. И это особо относится к некоторым медицинским вмешательствам. This is another slide that you Это can't еще read один слайд, который вы пока не yet. пока не можете читать. But the point here is that the field of genetics Но вот здесь смысл такой. in neuropsychiatry is exploding. Генетика и нейропсихиатрия, они очень сильно сейчас наблюдается огромный рост, прям взрыв. And for autism in particular, И особенно для аутизма, what we're finding is that indeed there are many different genes that seem to contribute risk. мы сейчас видим, что есть много разных генов, которые, похоже, вносят свой вклад в риск появления этого состояния. So what characterizes the studies in the field thus far И вот что является характеристикой исследований на данный момент, is that in large population samples of people with autism, что вот в этом большой популяционной выборке людей с аутизмом investigators are identifying genetic variants исследователи определяют определенные генетические вариации, that may account for 1% of the population with autism. которые характерны для 1 примерно процента людей с аутизмом. So that is to say that in this population С there тем, may чтобы be сказать, что вот в этой выборке 2 or 3 people that share the same variant, есть 2-3 человека, у которых есть одна и та же вариация, and another 2 or 3 people that share a different variant, и другие 2-3 человека, у которых есть другая вариация, and another 2 or 3 people that share a different variant. и другие 2-3 человека, у которых есть еще другая вариация. And altogether you see that there are substantial numbers of these large population sets that have genetic abnormalities, but it's a collection of different ones. И вы видите, что вообще среди этой выборки есть достаточно много людей, у которых есть какие-то генетические абнормальные, но при этом они совершенно разные. So investigators ask, is there anything consistent about some of these variants? И, соответственно, исследователи спрашивают, а есть что-то такое согласованное среди вот этих вариаций? And have started to map the architecture, the genetic И когда architecture, они пытаются выстроить генетическую архитектуру, which is starting to look like this, она начинает выглядеть вот так вот, which is Dr. Morozova's favorite slide. которую любимый слайд доктора Морозовой, and the next one also. И следующий я очень люблю. What you can't see here Чего вы yet здесь не можете пока видеть, are different fundamental cellular
processes Это различные фундаментальные клеточные процессы, that involve the development and proliferation of cells, которые включают как развитие, пролиферацию нейронов, the creation of synapses between neurons, а также создание межнейронных связей, subsequent, синапсов, subsequent refining of networks in the brain. создание вот этих внутримозговых сетей. And so what's emerging is that there now is a systems biology that may help us understand what's going on early in the development of И autism. что получается, сейчас есть биологи, систематики, которые пытаются нам показать, что происходит раньше, вот рано при развитии аутизма. So the next slide shows again this architecture И вот следующий слайд, он тоже показывает эту архитектуру, where each of these dots is a genetic variation that has contributed risk to autism. Каждый из этих точек — это вот те генетические изменения, которые повышают или вносят свой вклад в риск появления аутизма. And the other, well, among the many complexities here, Но и кроме других вот этих сложностей здесь, is the fact that for some of these genes, the dose of the gene is as important as what's going on in the gene itself. ну вот в некоторых этих генах важно соотношение дозы, которое, собственно, определяет, что с геном будет происходить. So these are not just deletions, Это не только делеции, but in many cases they're duplications но of и these genes. дупликации тоже во многих случаях. And for some of these genes, either a duplication or a deletion А для некоторых из этих генов как дупликации, так и делеции may contribute to autism. все это может привести к риску аутизма. So again, the field is moving from this idea that autism is a very specific disorder to something that embraces more of a spectrum of conditions. То есть вот эта область профессиональная двигается от того, что это есть некоторые уникальные расстройства, к тому, что это вообще группа самых разных состояний и спектр. What this knowledge is eventually going to do for us Что это знание нам дает в итоге? is to give us many new insights into possible medical interventions. Дает нам всякие идеи по поводу разных возможностей, в том числе медикаментозного вмешательства. It also helps us to understand when in the course of development, А также помогает нам понять, когда в ходе развития, when in development the pathways are laid down that ultimately may lead to когда autism. вот эти патологические механизмы начинают накладываться, что в итоге приводит к развитию аутизма. So in the next slide, again, this is just for you to go back and look online. Ну вот этот вот тоже слайд просто с тем, чтобы потом вернуться, посмотреть его. But you'll see that there just are many steps in developmental neurobiology Просто вы увидите, что в нейробиологии и развитии имеются разные шаги, fundamental steps in the formation and elaboration of the brain которые связаны с развитием и функционированием мозга, that may be involved in a variety of these disorders. которые, возможно, присутствуют в этих различных расстройствах. So I just want to put up an easier to look at Ну, просто screen, проще было это видеть. which sort of shows that we have the brain developing Что здесь нарисовано? Вот есть развивающийся мозг, with influences from genetics and from the environment that are на которые ongoing. влияют как генетические процессы, так и окружение, в котором растет человек. And in fact, genetic influences can alter environmental influences and И vice versa. генетические влияния могут каким-то образом налагаться на влияние окружения. What we see in the clinic are these disorders out here in А the в terms клинике то, что мы, собственно, видим, вот эти перечисленные расстройства здесь. I've put up this image of the thinker. Я сюда вот этого мыслителя поставил. It's another very recognizable pattern. Это еще паттерн, который хорошо узнаваем. But the reality is that
that's made out of stone. There's probably not much thinking going on. Но и реальность в том, что его вообще из камня сделали, он, наверное, вообще не способен мыслить. And so looking at these characteristic behaviors doesn't help us understand what's actually being thought. Ну и, соответственно, и когда мы смотрим на эти характеристики расстройств, это не помогает нам понять, а что там внутри существует. And in the same way, these disorders И are very таким же distant. точным образом это разные расстройства, They're very distant from what's actually going on in the brain. и они здорово отличаются от того, что, собственно, там в мозгу-то происходит. So if we move over one step, Если мы на шаг выше поднимемся, these are generally the kinds of symptoms that will bring people into our clinics. то вот здесь вот за мыслителем как бы вот те симптомы, которые, собственно, и приводят людей с жалобами в клинику. And this is a nice bridge to some of the co-occurring conditions. И это вот такой хороший мостик между сопутствующими состояниями. So while it may be that an individual has the diagnosis of autism, То есть может быть, что у человека есть аутизм, диагноз. it's not uncommon that it's a collection of these behaviors that are really getting in the way of that child being fully integrated in Но the вполне возможно, community. что именно вот набор этих симптомов мешает человеку быть интегрированным. And in fact, it's these symptoms that often form the focus of many of our treatments. И именно вот на эти симптомы направлена очень часто наша программа помощи и лечения, Which are not really specific to the diagnosis. которые не являются специфичными, собственно, к аутистическому диагнозу. And then if we take a step even closer, А если еще ближе ступенечку, it's these kinds of dimensions that are increasingly becoming the focus of our studies. вот эти вот области, которые все чаще становятся фокусом наших исследований. So here we're getting into more fundamental processes, То есть мы как бы приходим к более фундаментальным процессам. and this gets us closer to some of those earlier architectural maps that I was И showing это you. нас приводит к этим вот ранним архитектурным картам мозга. So increasingly in the studies that we're going to see in the years to come, То есть вот в тех исследованиях, которые сейчас будут публиковаться в ближайшие годы, people will be looking for outcome measures in all of these domains. люди пытаются смотреть на результаты программ помощи вот как раз именно по вот этим областям. And then this is just another example of how the genetics doesn't map on to these disorders really. А вот еще другой пример, как генетические всякие абнормальности приводят и формируют вот те расстройства, которые здесь указаны. So I want to come back to our patterns again in the next slide. Если вернуться к нашим паттернам на следующем слайде, So many of you know that the Big Dipper is actually part of a larger constellation. многие из вас, наверное, знают, что вот эта вот большая медведица, она на самом деле является частью большего созвездия. So we have the familiar pattern there, И вы видите вот здесь тоже знакомый вам паттерн, but it's part of this Ursa Major constellation. но это часть большего созвездия. And sometimes when we focus on the narrow pattern, we lose sight of the whole. То есть, когда мы смотрим на узкие паттерны, мы иногда теряем представление о большом. Our attention is focused on something that's very familiar, and we may not pay attention to other things that are going То есть on. наше внимание привлекается к тому, что нам очень знакомо, и мы теряем другой контекст. And that happens not infrequently in autism. И это нередко встречается и при аутизме. So this is one of many studies that have looked at the general health, the overall health of Вот одно individuals. из большого количества исследований, когда смотрели на вообще характеристики состояния здоровья людей с аутизмом. So if we look at a population of individuals with disabilities, Если мы посмотрим на людей, выборку людей с инвалидностью, and we compare their general health with that of the general population, и будем сравнивать их состояние здоровья с людьми с обычными, we might see the following. So in this study, что мы можем увидеть? the investigators recruited populations from the general public.
То есть в данном случае в исследование были включены выборки обычных людей, individuals with disabilities, physical disabilities, люди с физическими нарушениями and individuals with developmental disabilities и like люди с autism. нарушениями развития, к которым относится аутизм. So what you see in the general population is that some people have high blood pressure, То есть cardiovascular вы disease, увидите, что у обычного населения есть у кого-то и давление высокое, и сердечно-сосудистые заболевания. so the usual common Ну ailments. вот это вот часто встречающиеся заболевания. So not surprisingly, perhaps, Наверное, неудивительно. in the population with disabilities, you see a greater presence of У all of людей с these нарушениями conditions. развития, у людей с инвалидностью вы тоже видите высокую частоту встречаемости тех же самых заболеваний. Now, when these investigators looked at the population with developmental Но disabilities, когда стали смотреть на людей с нарушениями развития, they found something interesting that people интересная with штука была обнаружена. developmental disabilities appeared to have fewer problems with hypertension and fewer problems with Получается, люди arthritis. с нарушением развития имеют меньше проблем с гипертензией. Does that make sense that having a developmental disability protects you from Что hypertension? получается, что если у тебя нарушение развития, оно тебя защищает от гипертензии, получается? The reality is that people may not ask about these conditions or may not even measure these problems in people with developmental disabilities because Проблема в том, что, может быть, просто никто об этом не спрашивает и не меряет эти состояния у людей с нарушениями развития. the focus is on something that's not part of the whole. Потому что в данном случае фокус на том, что не является частью вот этого общего. And many times the communication deficits that occur in developmental И очень disabilities часто те нарушения коммуникации, которые встречаются при нарушениях развития, may limit people inquiring about these other conditions. может ограничивать людей в том, чтобы они проявляли жалобы подобного характера. So in the same study, the investigators asked the populations about whether they had enough emotional support. В этом же исследовании спрашивали три группы испытуемых, достаточно ли у них эмоциональной поддержки. And what you see here in the population with developmental disabilities Что вы видите здесь, вот люди с нарушениями развития, is that significantly more individuals reported that they had no one to talk to and often гораздо felt больше lonely. народу говорит, что им не с кем поговорить, не с кем обсудить. And these, of course, are risk factors for other Это problems. является фактором риска для других проблем. So in this study, this is another study that looked at the health status of adults with autism. Вот другое исследование, которое также состояние здоровья смотрело взрослых с аутизмом. And this is a very large insurance database in California. И это очень большая в Калифорнии база данных, которая страховой компании принадлежит. So the investigators pulled out 17,500 individuals from the general adult population. То есть было выбрано 17,5 тысяч людей из общей выборки. And they compared them to 1,700 individuals with autism. И их сравнивали с 1700 людей с аутизмом. And in this study, they looked at the presence of psychiatric illness. И в данном случае смотрели на частоту встречаемости психиатрических расстройств. So what you see here is in the general population, the presence of depression, Вот bipolar что вы disorder, видите красненьким, это в обычной выборке обычных людей частота встречаемости различных расстройств, таких как депрессия, полярные расстройства. so you see that depression and anxiety are very common in the general То есть population. вы видите, что депрессия и тревожные расстройства достаточно часто встречаются среди обычных людей. And I'm sure there are no surprises here. This is basically what we would expect. Ну и, наверное, здесь в России примерно то же самое, что мы можем здесь ожидать. When they looked at the health status of people with autism, Но когда они увидели подобные же показатели людей с аутизмом, you see that anxiety and depression are also very common. вы видите, что и тревожные расстройства, и депрессия также очень часто встречаются.
but significantly more common than но the general population. гораздо значительно чаще, чем у обычных людей. The other surprising finding, perhaps, Еще одна такая вот удивляющая штука is the occurrence of psychotic illness – это частота встречаемости психотических расстройств and even suicide attempts и даже суицидальных попыток, are significantly more common than the general population. которые гораздо чаще встречаются, нежели у обычного населения. So what this highlights again is Что-то that еще раз подчеркивает. autism doesn't protect one from psychiatric illness, Это показывает, что аутизм вас не защищает от других психиатрических расстройств. and if anything, it contributes risk. И оно увеличивает риск. We know from the previous slides that I shared with you about genetics that there Я may вам actually показывал из предыдущих слайдов про генетику, когда говорил. there may be a shared biological risk that contributes both to autism Возможно, and to там есть общий depression and биологический риск, schizophrenia. который и повышает риск аутизма одновременно с депрессией и шизофренией. And there may also be risks that accrue from treatment of these conditions. А также есть риски, которые проистекают из лечения вот этих состояний. For example, some of the medicines that we use to treat epilepsy Некоторые медикаменты, которые мы используем для лечения эпилепсии, may contribute risk for behavioral disturbance. могут увеличивать риск поведенческих нарушений. And some of the medications that we use to treat psychiatric disorders А некоторые из медикаментов, которые мы используем для лечения психиатрического расстройства, certainly may also carry risks. может также увеличивать риск. Then there are a host of psychosocial factors that may contribute to А anxiety and также depression. есть ряд психосоциальных факторов, которые также вносят свой вклад в появление тревоги и депрессии. And you can see those in the next table И here. вы здесь видите их в этой табличке. So, you know, we've established that by very definition, if you have autism, you have restricted social communication И там по skills. определению, если у тебя аутизм, значит у тебя ограниченные навыки социальной коммуникации. By definition, И значит по определению you're going to have difficulty maintaining and keeping у friends. вас будут трудности в том, чтобы заводить дружбу и поддерживать дружбу. And this social isolation can certainly contribute to И социальная symptoms. изоляция, она тоже вносит свой вклад в это дело. So there are also an increase in medical risks that come with autism. А также есть больше медицинских рисков, которые существуют с этим аутизмом. And you see that here and can come back to this. Again, the point is that if we only are focused on whether or not someone has autism, И идея опять та же самая. Если мы заняты только тем, есть ли или нет ли аутизма у человека, we may miss мы можем при very этом important other пропускать conditions. очень другие важные, часто встречающиеся нарушения. I want also just to highlight that in as much as having autism contributes to risk for psychiatric illness, Я хочу еще сказать, что вот мы знаем, что аутизм, факт этот увеличивает риск иметь другие психиатрические расстройства. nearly 30 studies have been done that have demonstrated that the oral health of Было individuals сделано около 30 разных исследований, которые демонстрировали, что здоровье полости рта у людей that they don't get good dental care. и хуже, да, и они не получают хороших услуг стоматологических. So you see that here in this meta-analysis of 27 studies. Вот здесь вы это видите, это метаанализ 27 различных исследований. Nearly all of the studies demonstrated И poor практически oral все hygiene. исследования показывают очень плохую гигиену полости рта. And these dental problems can certainly also contribute to physical ill health. И вот эти проблемы стоматологические, они тоже вносят свой вклад как в физическое здоровье, так и в другие проявления человека. And again, has been demonstrated not just in autism, but in intellectual and И developmental вот это disabilities more было broadly. получено не только касаемо аутизма, но и других нарушений развития.
So now another photo that I took on one of my previous visits. Вот еще одна фотография, которую я сделал во время одного из моих предыдущих визитов. We could maybe call this the main attraction. Мы, наверное, можем это назвать главная достопримечательность. And I use this to come back to the core features of autism as a target of our treatment. Я хочу это использовать как вот эту вот метафору основных дефицитов аутизма, которые мы пытаемся преодолевать в наших программах помощи. So when we think about interventions that target core features of autism, Когда мы думаем о программах помощи, которые направлены на ключевые дефициты аутизма, these are the targets. вот, собственно, наши цели. By definition, if we want to treat the core features of the disorder, we treat the features that form the diagnosis of the То есть, disorder. по определению, если мы хотим помогать, мы должны направлять наше вмешательство на те ключевые характеристики, которые формируют диагноз. So there have been a number of studies over time, many studies that have looked Было масса исследований за последнее время, которые я просмотрел, at how to address some of these core deficits in в autism. которых пытались понять, как лучше обращаться с этими ключевыми дефицитами при аутизме. And behavioral intervention strategies have really formed the foundation of these interventions. И поведенческие стратегии вмешательства, они, конечно, являются базовыми, фундаментальными в этих программах помощи. So many of these behavioral interventions are based on a foundation of applied behavioral analysis. Многие из этих техник, они построены на идеологии прикладного анализа поведения. And more modern variations of intervention can trace their roots back to these core behavioral И principles. разные варианты этих программ помощи, они все равно свои корни берут оттуда. The Early Start Denver model is one that many of you are familiar with. Just going to be published in this year. Ранняя денверская модель, которую, наверное, многие здесь знаете, от меня добавление только что, она выходит сейчас в печать. Очень рекомендую книжечку. And that is a combination of different strategies that are used. И в данном случае это комбинация различных стратегий, которые используются там. One study that demonstrated the efficacy of this method or these methods Было проведено исследование, которое как бы продвигало этот метод. was published back in 2010. Публикация 2010 года. And essentially involved 25 subjects in each, either a control arm or the intervention arm. В данном случае исследование проводилось с использованием контрольной группы. Там были 25 различных разделов. And these were the outcomes from the trial. Вот результаты данного исследования. That on the Mullen scales there was improvement in the intervention group. То есть по шкале раннего обучения Малена наблюдались улучшения в группе вот этой экспериментальной. And one could argue that there was also improvement on the Vineland adaptive function Также scales. можно поговорить, было ли там увеличение по характеристике адаптивных навыков по шкале Вайнланд. Although you could also ask whether it wasn't that it protected them from losing function as happened in the peers. Может быть, это также помогало людям не терять какие-то функции приобретенные. So interestingly, these outcomes are not the core behavioral outcomes that were on the diagnostic list, were they? Забавно, это интересно, это не основные как бы вот эти вот ключевые дефициты, которые в диагностических критериях присутствуют. So these are more functional behavioral outcomes. Они скорее более функциональные поведенческие исходы или результаты.
And indeed, much of the focus of these intervention programs is on skill acquisition. И на самом деле очень многие программы помощи, они как раз направлены на освоение определенных навыков, Which clearly is very important. что также, очевидно, очень важно. So we'll see, and one sees similar results from other early intervention programs. И есть похожие результаты у других программ раннего вмешательства. Although there are some studies now that are looking at targeting joint attention as Есть a focus of исследования, которые, intervention. например, пытаются смотреть на совместное внимание как фокус программы помощи. And then looking downstream to see if there are improvements in language ability and so on. И попытка посмотреть, улучшает ли совместное внимание, соответственно, например, развитие языка речи. And those are also very encouraging findings. И это тоже очень такие воодушевляющие результаты дает. Another finding that's clearly of interest Еще одно как бы результат исследований, которые очень интересуют, is that from the same subjects that were in the Early Start Denver study, что те же самые участвующие в исследовании денверской модели раннего вмешательства, the investigators did pre and post electroencephalographic этим studies. же ИПТУ были сделаны до и после электроэнцефалографические исследования. And they looked at a number of different measures of electrophysiology А in the также смотрели population. другие разные характеристики электрофизиологические. And one of those was activation of critical brain regions in response to looking at social stimuli. И одной из них была вот эта активация определенных зон, которая отвечает за то, что человек обращает внимание на социальные стимулы. So looking at activation patterns when children are presented with a face, То есть вы смотрите на паттерны активации отделов мозга, когда детям показывают лица, versus a house or a car or some или other другие object. объекты, такие как, например, корова или дом. And what they found and what's shown in this slide is И that что они нашли, что вот на этом слайде обозначено. if you look at the children with autism Если мы смотрим на детей с аутизмом, compared to the individuals with typical development, по сравнению с типично развивающимися детьми, the pattern of activation when presented with social stimuli is very different. вот эти паттерны активации мозговых зон на социальные стимулы, они очень сильно отличаются. So greater activation when presented with a face than an Больше object. активации должно присутствовать на лице, нежели на неживых объектах. And that's flipped around in autism typically where face generates less activation than А object. как раз у детей с аутизмом лица вызывают меньше активации. In the subjects who were treated with this early intensive behavioral intervention, А те дети, которые попали в выборку, которые получали интенсивные программы поведенческого раннего вмешательства, it appears that their activation patterns changed after treatment. получается, что результаты программы помощи приводят к изменению паттернов активации. So they started out here and they ended up looking like the typical То controls. есть они начинали здесь, а в конце программы помощи они смотрят на лицо так же, как и типичные развивающиеся контрольные группы. So this is an exciting finding not only because it demonstrates that behavioral interventions И это здорово, can have потому что physiologic effects. оно показывает, что поведенческое вмешательство приводит к физиологическому эффекту. that these behavioral interventions change brain function, Что вот эти поведенческие вмешательства меняют функционирование мозга. but it also introduces the possibility that as we follow these children over time, Но это еще также дает возможность следующее. Если мы будем прослеживать этих детей в течение времени, that there may be additional functional gains that weren't captured after a relatively brief study duration. то, может быть, там какие-то другие будут возможности наверстывания, которые пока не увидели в этом более коротком исследовании. So I want to come back to these core features again. There's another intervention Я вернусь еще вот к этим ключевым характеристикам. Есть еще один вид программ помощи.
So for this social skills area, Для области социальных навыков there actually have been a number of studies that have looked at social skills training, cognitive behavioral therapy, смотрели в ряде исследований, насколько помогает при этом тренинг социальных навыков или когнитивно-поведенческой терапии. So cognitive behavioral therapy as a means to teach social skills in individuals with autism. Соответственно, когнитивно-поведенческая терапия – это один из способов учить социальным навыкам людей с аутизмом. And what you see here, И что вы здесь видите, or what you will see, или что вы потом увидите, are dozens of studies that have looked at social skills training. десятки разных исследований, которые смотрели на тренинг социальных навыков. Overall, the meta-analysis indicates that there is there's a signal here. Ну вот метаанализ при этом показывает, что есть здесь некоторый сигнал. But I think the field is still struggling with where best to introduce these social skills interventions. Я понимаю, что эта профессиональная область до сих пор пытается понять, когда, где лучше вот эти виды вмешательств реализовывать. And how to introduce И these каким interventions. образом эти программы делать. So, are they better administered in groups of kids with autism? Лучше ли вместе делать эти групповые занятия для детей с аутизмом? Or in the school with mostly typical developing Или это kids? надо делать в школе, в инклюзивной модели, где больше детей обычных, типичных? Is it better to have their parents doing the intervention? Что лучше, чтобы эти программы помощи делались родителями? And so there are many variations То есть on вариаций these очень themes. много в данной тематике. Even having their typical classmates be the mediators of the intervention. Даже часть вмешательств связана с тем, что они осуществляются путем работы типичных одноклассников. So overall, there's clearly a signal for social skills interventions that use cognitive behavioral therapy В approaches. любом случае есть такой вот сигнал по поводу развития социальных навыков путем использования технологий когнитивно-поведенческих. But this continues to be an area of active work. Но это все еще является областью такой активной исследовательской работы. So I want to come back now to this А This теперь я pattern. хочу вернуться к этому паттерну. and to highlight, as I did on an earlier slide, И еще раз отметить, как я это делала на более ранних слайдах, there are many other symptoms that что существует множество разных других симптомов, that can be very impairing and that are often the focus of our interventions. которые часто приводят как раз к ограничениям и являются фокусом наших других вмешательств. So in this study, В этом исследовании this is taken from a group of inpatient psychiatric settings that treat children with autism. это исследование на группах детей, которые получали свою программу помощи в психиатрическом стационаре. So there are several settings in the United States that focus on treating kids with severe behavior disturbance. То есть у нас есть несколько стационаров, которые в Соединенных Штатах, которые занимаются лечением детей с очень тяжелыми поведенческими расстройствами. And what the investigators did was just ask, why do these kids come into the hospital? И, собственно, что делали исследователи, они просто пытались понять, кого и за что госпитализировали. And clearly the reasons that these children were coming into the hospital had to do with things other than autism. It was И, aggression, соответственно, за что госпитализировали, за другое, нежели аутизм, потому что там проявлялась агрессия, self-injurious behavior, самоповреждающее поведение, property destruction tantrums, and so on. истерики, порча собственности и так And- далее. And those behaviors are captured in rating scales like this one. И подобное поведение обычно вот такими опросниками пытаются определять, как вот это. Вот, например, шкала. There are 58 questions on the aberrant behavior checklist. Это опросник для родительский, поведенческий, там всего 58 вопросов. The factor analysis of this rating scale yields 5 factors. Факторный анализ данной шкалы рейтинговой
выявляет 5 факторов, One of those factors is called irritability. один из которых называется подшкала раздражительности. I'm not sure that this is a great label for these items. Может быть, это не лучшее название для вот этих пунктов. Depressed mood is on here. Здесь также есть депрессивное настроение, подавленное настроение. I'm not sure that self-injurious behavior is always a manifestation of irritability. Я не уверена, что самоповреждающее поведение это тоже есть всегда манифестация раздражительности. And some of these items carry much more clinical weight than others. И некоторые из этих пунктов они имеют больше клинической значимости, нежели другие. So being whiny, for example, Ну, например, вот ноет. is not a reason that we would expect children to be hospitalized. Понятно, что по этой причине мы не думаем, что кого-то должны госпитализировать. And yet there are other items here like injuring self on purpose that could be very significant. Другие пункты, наверное, очень важные, потому что наносят себе повреждения, это важнее. The reason I show you this is that this rating scale has been used as an outcome measure in many of our clinical studies. Почему я показываю? Потому что данный опросник очень часто используется при измерении эффективности во многих исследованиях, вот, собственно, клинической работы. And for the next several minutes, I want to review some of the evidence around the use of medicine. В последующие несколько минут я попробую вам рассказать об исследованиях, которые показывают эффективность ряда разных медикаментов при разных состояниях. So it's very common Очень часто that individuals with autism are treated with medicine for many of these behavioral symptoms. дети или люди с аутизмом, им дают разные медикаменты именно за то, что у них есть вот те самые поведенческие симптомы. It's important to underscore the fact that autism in and of itself is not something for which there's a medicine. При этом очень важно подчеркнуть, что сам аутизм как таковой не является состоянием, для которого есть хоть какой-либо медикамент. We don't really have any drugs that target those core features of the disorder. Нет ни одного лекарства, которое могло бы менять вот эти ключевые проявления данного расстройства. Instead, the reason that medicine is most often used is for these associated symptoms. Соответственно, медикаментозное лечение, оно в основном используется для вот этих присутствующих вместе с аутизмом симптомов. And we'll highlight those here in a Мы moment. вот это сейчас подчеркнем. But it's important nonetheless to underscore that at least in many parts of the world, medicine is very common. Но, по крайней мере, в большинстве частей мира при этом медикаментозное лечение очень частая штука. So that as many as 70% of children Аж до with autism 70% детей с аутизмом may be receiving a medicine for some могут reason. получать медикаменты по всяким разным причинам. And moving on to the categories, Возвращаясь к категориям, the three most commonly prescribed categories of medication for children with три autism наиболее часто прописываем категории медикаментов людям с аутизмом. across a variety of studies В разных совершенно исследованиях это показано. are antidepressants, stimulants, and antipsychotics. Это антидепрессанты, это стимуляторы и это антипсихоанестетические медикаменты. It's also not uncommon for children, at least in the United States, Это также не то чтобы редко, как минимум в Соединенных Штатах, to be receiving more than one medicine from these получать classes. не один, а больше препаратов каждого данного класса. So, where the same child may be receiving an antidepressant and a stimulant, for example. То есть, например, один и тот же ребенок получает и антидепрессант, и какой-то стимулятор. While this practice is very common, Несмотря на то, что эта практика достаточно часто встречающаяся, there is no evidence that has yet been generated that supports looking at combinations of medicines. пока все равно нет никаких доказательств, ни единого, что вот эти комбинации медикаментов, That doesn't mean that it may not be helpful.
приводят к лучшим результатам, но это не означает, что не может быть никакой пользы. But it underscores how far we have to go in terms of our studies to really inform our practice. Но это просто показывает, насколько нам еще далеко надо продвинуться в наших исследованиях, чтобы это как-то повлияло на нашу практику. So hyperactivity is a very common Гиперактивность, target. часто встречающаяся цель вмешательства. And I already shared with you the overlap between hyperactivity and autism, how Я уже common that is. показывала, что это достаточно часто пересекающиеся состояния. So in the interest of time, I'm going to skip over these В next few интересах slides. времени я так несколько прыгну по этим нескольким слайдам. And land here. Okay. Back one. There we go. This Yeah. one? So people have looked at the overlap between autism and hyperactivity and have demonstrated over and over again that there's significant overlap, and in fact that the symptoms of hyperactivity in autism are no different than the symptoms of hyperactivity in attention deficit hyperactivity disorder. So it's not like these are different conditions. Ну вот все больше и больше исследователей приходят к выводу, что там есть большой такой вот область перекрытия, и даже ряд симптомов, они в общем выглядят очень похожим образом. There's been one meta-analysis of the use of medication for symptoms of attention deficit disorder and autism. Ну вот один большой метаанализ такой, который касался анализа публикаций, посвященных использованию медикаментов у людей с гиперактивностью и аутизмом. And the point I wanted to make with this slide is that you saw all of those behavioral intervention studies. There were dozens of those studies. И что я хочу добавить, вы видели вот эти десятки разных исследований по эффективности поведенческих программ вмешательства. And even with those many studies, it's clear that we still need more to help us understand what works best and what doesn't. И несмотря на огромное их количество, все равно нам надо еще, чтобы понять все-таки, что работает, что не работает. Compare that to how few studies there are that have looked at Смотрите, как medications. немного на самом деле публикаций, которые касаются эффективности медикаментозных программ. Now, one could say that if our focus is attention deficit hyperactivity disorder, Да, конечно, вы можете сказать, если это про дефицит внимания и гиперактивность. do we have any reason to think that if you have autism, your response to those established treatments will be any different? То есть, соответственно, если у тебя и это, и аутизм, в чем должна ваша реакция на лечение отличаться от людей без аутизма? Because there are, in fact, dozens and dozens of studies that have looked at the treatment of attention deficit Потому hyperactivity что есть disorder. десятки исследований, которые рассмотрят на эффективность лечения людей с СДВГ. In the same way, you could say that there are many studies that have looked at antidepressants in depression. Также есть масса исследований, которые смотрят на эффект антидепрессантов при депрессии. And so do we need dozens of studies to show that depression in autism responds or И not? надо ли проводить массу исследований, чтобы посмотреть, каковы результаты лечения депрессии, если там есть еще и аутизм? And the answer is Ответ такой. we probably do. Похоже, надо. And here's one reason why. И вот одна причина, почему. So this compares actually the best study of stimulant medication in autism for attention deficit hyperactivity И в disorder. данном случае сравниваются вот эффекты одного из самых лучших препаратов для лечения СДВГ. And that compares it with a very large study of just attention deficit hyperactivity disorder, the largest one ever done in the И United States. сравниваются данные использования препарата, когда есть СДВГ с аутизмом, и самого большого исследования, которое когда-либо проводилось по эффективности этого препарата просто на людях с СДВГ. And I realize that we have different approaches to treating ADHD. И получается, что подходы-то разные. For example, amphetamines are not used here in the same way they are in the United States. Я знаю, что в России амфетамины не используются так, как они используются в Соединенных Штатах.
in any case, what this study showed was that the response to this common treatment in autism was not as good as it was in the Собственно, general что показывает population. исследование, что результаты при СДВГ с аутизмом не столь хороши, как результат применения препарата у людей просто с СДВГ. And more importantly, the percentage of subjects who had severe side effects А также, что и не менее важно, что процент людей, у которых были значительные побочные эффекты, significantly more side effects and он dropouts. гораздо больше, и количество людей, которым пришлось прекратить эту терапию, тоже больше. So what we know from this and other studies is that even treating common symptoms in autism Что мы знаем из этого и из других исследований, что даже попытки лечения вот этих обычных частых симптомов при аутизме may yield poorer outcomes, может иметь очень слабые результаты, and that individuals with autism may be more sensitive to medication than the потому general что получается, population. что люди с аутизмом, возможно, более сенситивны к медикаментам, нежели обычное население. We see this in other studies as well, where the dosing may need to be adjusted Мы видим это в других исследованиях, которые показывают нам, что, похоже, необходимо снижать дозу, because children and young people, even adults with autism, can потому be more что sensitive. дети и молодые люди, подростки с аутизмом могут проявлять большую степень сенситивности. So in another study that we recently completed looking at an alpha agonist drug, В другом исследовании, которое только что закончено, который смотрел на вот этот вот препарат альфа-агонист, we found that, well, we'll move through the study. So we had about 30 subjects in each of our treatment arms, у нас было по 30 подкатегорий в исследовании. some who received placebo and some who received guanfacine. Часть получали у нас плацебо, часть квантосин. And the primary outcome was a measure of hyperactivity. И, соответственно, результат мы смотрели на проявление гиперактивности. And a very significant difference between active treatment and placebo in this measure. И мы увидели достаточно серьезные различия между группой пациентов, которые получали плацебо и этот препарат. With a very significant effect size. Но при этом еще был значительный эффект. Dr. Domya is going to go play ping pong. Он пошел играть в пинг-понг, доктор Довня. Thank you. Yeah. That was like a metronome keeping me on pace. Он был как метроном, который меня держал в определенном темпе. Вот этот тык-тык-тык-тык. Yes, yes. Тогда не уснешь. So here you see the outcome in terms of the primary symptom by week. Вы видите результаты по первичным симптомам за неделю. Looking at one of the other subscales of that aberrant behavior checklist that I had talked to you about. И когда смотришь на другую подшкалу вот из этого опросника, который я вам уже показывал. I guess the other point to make as we look at this is Ну еще одна штука, когда мы на это смотрим. there was a very significant effect size here with treatment. Действительно, есть здесь эффект значительный, который получается с лечением. And the overall score on this aberrant behavior checklist was nearly halved by the active treatment. И, соответственно, в результате по поведенческому опроснику получается общий балл снижается примерно наполовину. But there's still a fair amount of hyperactivity here. Но все равно там достаточно много проявлений гиперактивности. So the medication didn't completely, take То away есть hyperactivity. медикамент полностью-то не избавляет от гиперактивности. But in many cases, this is the kind of effect that we see from medicine. И во многих случаях это как раз, собственно, тот эффект, который мы видим от лекарства. Where the intensity of those target symptoms that can be so significant Когда интенсивность вот этих ключевых симптомов настолько высокая,
is reduced to a more manageable level. Ее можно снизить до того уровня, когда можно как справляться. What you can also see, and we'll go quickly through these slides in the Сейчас interest of это time, быстренько по слайду в интересах времени мы проскочим. that the medication, which is an antihypertensive drug, Что медикаментозное лечение, которое на самом деле понижает давление, can lower blood pressure not unexpectedly and lower heart rate. но еще снижает и кровяное давление, и частоту сердцебиений. And there are a host of other side effects that occurred more often in the medicated group than in placebo. Там еще есть ряд побочных эффектов, которые появляются в группе экспериментальной. Including drowsiness, fatigue, И even loss of вялость, и снижение аппетита, и утомляемость. So with these and all of the medication interventions, То есть и с этим вмешательством, и с другими медикаментозными вмешательствами we have to constantly be monitoring whether the beneficial effect of the treatment outweighs potential side effects. мы все время должны смотреть, каково сочетание побочных эффектов и, собственно, пользы от этого медикамента. Wanted to share with you another study, and I think atomoxetine is something that is used more often here in Russia. Ну вот еще одно исследование, которым я хочу поделиться. Атомоксицин, тин, похоже, чаще используется в России, чем другие предыдущие группы препаратов, о которых я говорю. And there have been a number of studies that have looked at atomoxetine for hyperactivity and autism. И была группа исследований, которая смотрела на эффект этого препарата при гиперактивности при аутизме. And one of the largest was done in the Netherlands. И одно из самых крупных было проведено в Нидерландах. Which found a significant effect for treatment. Получился достаточно выраженный эффект при лечении. But which I want to show you one of the outcomes looking at clinical global impressions improvement. Ну вот, что я хочу вам показать, это вот такая общая оценка улучшений. So the CGI-I, or this Clinician Global Impression Scale, То есть вот эта вот шкала, которая использовалась, общеклиническая оценка, is a 7-point scale. это шкала 7-бальная, A rating of 4 means there's been no change. и четверка, балл 4, он означает изменений нет. A 3 means there's minimal improvement. Тройка означает минимальные изменения. 2 is much improvement. Двойка означает значительное, большее улучшение. And a 1 is very much improvement. А единица очень большие изменения. And then a 5 is Пятерка. minimal worsening, much Минимально worsening. хуже стало, значительно хуже. And a 7 would be very much worse. А семерка это вот совсем заплохело. So when we're thinking about outcomes that are Когда мы clinically meaningful, думаем о клинически осмысленных результатах, what we typically do is lump together 1 and 2 что мы обычно-то думаем вот по этой шкале от единицы и двойки? much improved, very much То improved, есть сильно лучше стало, очень, вообще лучше стало. and we say that's probably where you would need to be if you were going to continue with this treatment after the study ended. Ну и вот, собственно, вот это должно нам давать представление, надо ли продолжать с этой программой после того, как закончилось исследование. If we're sitting with a family and Если бы мы we're с talking семьей about сидели, treatment, говорили о том, что у них там с этим лечением, and we're talking about giving their child a medicine, и говорили, вот давай медикамент, generally, unless there's much improvement, no one wants the child to continue to be taking обычно, a если medicine. там особо больших изменений нет, то обычно люди не хотят продолжать принимать этот медикамент. Right? If these are our children, we're Если not это going to give наши them дети, medicine that мы же doesn't не work. будем давать им таблетки, которые не работают.
So for these clinical trials, people look at how many ones and twos on this scale compared to everything else. То есть вот в этом исследовании смотрели, как там много получилось единиц и двоек в сравнении с чем-то еще. And what you see here is И that что вы здесь, собственно, видите? although there's a significant statistical improvement in the scores of attention and Несмотря на то, что hyperactivity, есть значительное улучшение по баллам вот этой гиперактивности, there really aren't that many subjects out here in the ones and twos. при этом людей, которые получили единицы двойки, не так и много. And so we have to, and I think more studies will be required to really help us understand how clinically meaningful some of these responses are. Ну и больше нужно исследований, чтобы понять, насколько клинически осмысленные все вот эти результаты. Another relatively recent study looked at the combination of atomoxetine with parent training, behavioral intervention. Другое недавно выпущенное исследование посмотрело на эффект комбинации вот этого медикамента с обучением родителей поведенческим. So in this study there were 4 groups. В данном исследовании принимало участие 4 группы. So we have some children that are going to receive parent training only. Their parents will receive parent training only and a placebo tablet. То есть одна группа, там родители получают обучение, плюс ребенок получает плацебо. One group that's going to receive atomoxetine and no parent training. Другая группа получает медикамент, дети получают без обучения для родителей. One group that's going to receive both parent training and Третья группа atomoxetine. получают и обучение родителей, и медикамент. And one group that's going to receive just placebo and no А training еще at all. одна группа получает плацебо и больше ничего. And so these are the outcomes from this А trial. вот, собственно, результаты этого дела. Looking at their primary outcome measure of hyperactivity. И, соответственно, смотрят на первичный этот самый показатель гиперактивность, собственно. So the blue triangles received nothing, То есть вот эти вот синенькие получали ничего, and the red received only atomoxetine. красненькие получали только препарат, The black received both atomoxetine and parent training. черненькие получали и препарат, и родительское обучение. And you see that parent training also improved И outcomes. вы видите, что учение родителей также улучшает исходы. So there were significant improvements with each of those interventions here. То есть получается, что достаточно значительное улучшение от и того, и другого вида вмешательства. On the hyperactivity dimension, По шкале гиперактивности it looked like the outcomes were better if atomoxetine was given. похоже, что эффект лучше, когда дают препарат. However, if you look at other measures of outcome that weren't their primary outcome, like irritability, Но если, допустим, смотреть на другие подшкалы, не основную, а, например, раздражительность. so this is that irritability subscale that I showed you То есть earlier. вот под шкале раздражительности So interestingly, only parent training improved, получается только обучение родителей улучшает resulted in a significant improvement in irritability. результаты, которые приводят к значимому снижению раздражительности. It's also one of the other findings of this study that was interesting is that the overall dosing of the drugs was lower when parent training was included compared to not. Еще одним эффектом полученным было то, что когда в той группе, которая получала и родительский тренинг тоже, дозировка препарата была ниже. And the families had a higher rating of the value of parent training than they did of the medication, even though the Родители behaviors were в lower. итоге более полезным оценили, собственно, родительский тренинг, нежели медикаментозную поддержку. So this is a very important study for probably reasons other than what the effect of the drug was on the И behavior. это, пожалуй, даже более интересное исследование, нежели
только исследование влияния медикамента на поведение. It really underscores the value of combining behavioral То interventions есть, соответственно, оно показывает важность сочетания поведенческого вмешательства. that the behavioral interventions are helping in many, many ways that might not show up in some of the primary outcomes. Возможно, не всегда видно по каким-то статистикам, но значительно улучшает ситуацию. So finally, another medication that we have looked at for hyperactivity symptoms in autism is amantadine. А еще один медикамент, который мы используем для снижения симптомов гиперактивности, называется амантадин. This was a relatively small study that we did several years ago. Небольшое исследование, которое было проведено несколько лет назад. And we'll go right to the. So this is the CGI results again. Это результат по вот этому опроснику CGI. And so here are the ones and twos. И вот там, где есть двойки, тройки, And what we can see here is that in this small study, it did то seem вы like видите, что в этом маленьком, небольшом исследовании похоже, что there were substantially more children who received active treatment who had much improved or very much improved ratings at the end of the 5-week study. ну да, значительное число испытуемых получило значительное улучшение к концу пятинедельного исследования. But this remains a very small study, and Но вы помните, что это очень небольшое по выборке исследование. it's likely that additional replication will happen with a related drug called memantine. Ну и очень с большой вероятностью случится попытка дублирования этого исследования с похожим препаратом, который называется мемантин. So repetitive behavior is another focus of intervention with medication. Повторяющееся поведение – это еще один фокус медикаментозного вмешательства. So we did a very large, relatively large study for autism looking at an antidepressant, citalopram. Было проведено достаточно большое исследование, которое смотрело на эффективность препарата такого, как citalopram. And our primary outcome was repetitive behavior. И, собственно, пытались таким образом справляться как раз именно с повторяющимся поведением. And these are those behaviors that we talked about earlier that are very interfering, where the child has to have things happen a very certain way, engages in repetitive И stereotype это вот то, что movements. сильно мешает по жизни, потому что человеку надо, чтобы все было одинаково выглядело, или какие-то повторяющие движения он совершает. They may result in severe tantrums when Это their может routine приводить к is altered. серьезным истерикам, если вдруг нарушаются рутины. So very significant and interfering repetitive То есть очень behaviors. смотрели на такое очень значимое и нарушающее функционирование повторяющееся поведение. And so this is our primary outcome. И вот, собственно, полученные данные. And you're not going to see a signal there. There's just no separation between И the здесь active treatment. никакой, собственно, отличия не получилось между лечением. And here's another measure of a different, again, repetitive behavior outcome. И вот этот другой показатель тоже по поведенческим результатам. And I guess the one nice thing about lines that are completely overlapping is it doesn't make you Хорошие хотя бы, что они так вот похожи, этот график, две эти линии, it doesn't make you worry that you're missing something. что если кто-то не получал, он ничего не потерял. So we concluded that this medication really didn't have any effect. Что данный медикамент не имел никакого эффекта. And yet it's very interesting that this remains one of the most widely prescribed classes of medicine for При этом оно остается среди наиболее часто прописываемых классов медикаментозных. So it's used for anxiety and for mood symptoms. And Используется и для лечения тревоги, и для лечения нарушения настроения. so we went back in and looked to see if there was a baby in the bathwater somewhere. Ну вот пытались мы смотреть еще раз, типа не выплеснули ли ребенка с водой вместе. Is that an expression that's used here? Есть, да. Okay. Yes. So
we wondered, because there was a relatively high placebo response rate in this trial, Что нас заинтересовало, поскольку был неплохой ответ вдруг почему-то на эффект на плацебо, and in fact, if we look at the literature as a whole, и вообще, когда на литературу смотришь как таковую, it's not uncommon to see placebo responses that are 20 to 30%. неудивительно, часто как раз плацебо тоже дает улучшение 20-30%. So what we did in this paper was just to pull out placebo responses for a number of clinical trials. And you see, Что мы сделали? Мы посмотрели на вот ответы, как раз результаты для групп плацебо. so for some of these trials, if the placebo response rate is 30, 40, 50%, И получается, что в некоторых из этих исследований, когда получалось, что плацебо, прием плацебо также улучшал исходы в 40, 30 там, и 50%, it's going to make it very hard to find a signal for the active treatment. там трудно понять, о чем же, собственно, эффект самого медикамента. And so what we did was to ask the question, looking back at what people looked like when they first walked in the door for this trial. Ну и что, собственно говоря, мы стали делать? Мы стали ретроспективно спрашивать, вот вы когда в это исследование пациента включались, когда только входили в дверь? Was there anything about certain behaviors or ratings that would suggest a more likely response to placebo? Было ли что-то в поведении, что предсказывало бы вот такой необычный высокий эффект на применение просто плацебо? And what we found was, yes, there И что мы actually обнаружили? are. Да, есть такое. There are at least 3 factors that contribute to or appear to contribute to the likelihood of a placebo response. Есть 3 фактора, которые могут объяснять вероятность как раз хорошего реагирования на плацебо. So we pulled these out as 3 different scales. И мы их как бы как 3 отдельные шкалы вытащили. One of them is disruptive behavior and irritable behavior, coming back to Одна из those. них это вот scales. раздражительность поведения, разрушающее поведение. Another is overall symptom burden. Вторая штука это вот общая трудность справляться с симптомами. So if your autism is more severe, То if you есть have если depression. у тебя потяжелее аутизм, значит с большей вероятностью еще и депрессия. And the third is how much caregiver strain is being reported. А также насколько caregivers what? Caregiver strain, stress in the family. Собственно, как много стресса в семье было у тех, кто с ребенком живет. So what you see in these 3 figures То is вот по вот этим 3 штукам we split the population in half мы разделили выборки на половины and looked at the half with the higher scores and the half with the lower и scores on смотрели these отдельно dimensions. на тех, кто набрал высокие баллы и низкие баллы вот по этим вот штукам. And just so that we can see it, И просто чтобы вы это видели. we'll focus on the caregiver strain. Мы стали думать про стресс в семье. So this is the half of the population with lower caregiver strain scores at the time of study entry. Вот это вот группа выборка, у которых на момент начала участия в исследованиях был в семьях низкий стресс. And this is the half of the population with higher caregiver strain А это scores. половина at the time of выборки, которой на начало исследования в семье у родителей был высокий стресс. So then we ask, what's the placebo response rate and the response to active treatment in each of these 2 groups? И когда мы посмотрели на результаты использования плацебо или медикаментов вот в этих 2 подвыборках, And if we had recruited just this population at the time of study with lower caregiver то strain, получается, что если бы в исследовании были задействованы только люди, когда стресс в семье очень низкий, you see the placebo response rate is half. то получается ответ на плацебо наполовину только. And the response to drug is much lower. И ответ на
медикамент ниже. If we had recruited people who had high caregiver strain scores at the time of study, А если бы мы включили в исследование только тех, у кого ситуация с тяжелым стрессом в семье связана, the headline for our trial would be very different, то результаты нашего исследования были бы совершенно разные. right? This is a significant signal that we might have revealed if we Это had такой focused on that. существенный знак, на который у нас получился. So this reveals many problems with our approach to clinical trials. Который показывает массу проблем с тем, как мы проводим испытания клинические. And underscores why it is that these studies are done over and over again before we can come to a И common получается, что все consensus. вот эти исследования проводить, прежде чем мы наконец-то придем к какому-то соглашению. So I want to move now on to anxiety, which is another common focus of treatment. Я хочу перейти дальше к тревоге, которая является тоже часто встречающимся фокусом медикаментозного лечения. And I think if we look at the field as a whole, we won't find any medication trials that have focused on anxiety and autism. It just hasn't been Ну вот done. если смотреть на вообще то, что имеется на сегодняшний день, то вообще нет ни одного медикамента, который бы одновременно лечил тревогу при аутизме. However, there have been a number of behavioral intervention studies that have При focused on этом есть anxiety. ряд поведенческих стратегий, которые проверялись в исследованиях, как это влияет на проявление тревоги. So going back to the paper that I highlighted earlier that showed the meta-analysis, И возвращаясь к статье, которую я уже приводила сегодня, которая касалась метаанализа, there have been a number of studies that have looked at cognitive behavioral therapy in был autism ряд for anxiety. других исследований, которые смотрел на когнитивно-поведенческую терапию, аутизм и тревожные расстройства. And you see, in the next slide, you see that the outcomes are generally positive. И обычные исходы позитивные. And so this really is the best intervention in terms of evidence for anxiety И, and autism. пожалуй, получается, что это лучшее вмешательство при тревожных расстройствах при аутизме. There have been some preliminary studies that have looked at another medication. Были некоторые предварительные исследования, которые смотрели на другой медикамент, For which there may be an anxiety reducing signal. который, возможно, сможет снизить сигнал тревоги. And in the next 2 or 3 years, we should see a number of published studies looking И at в large ближайшие samples. 2-3 года мы увидим большее количество исследований на выборках большего размера. And I just wanted to remind you of the story of the prairie voles and oxytocin. И я просто хочу вам напомнить историю с окситоцином. So the prairie vole is an interesting animal in that prairie voles are models of family values. Вот он забавный зверек такой, он для нас является моделью семейных ценностей, вот этот, который здесь. The prairie voles mate for life. Он сделан для жизни. And both parents provide extensive care for the children. У них, у этого вида животных, оба родители очень заботятся о детях. The offspring spend several weeks in the nest with both parents. И новорожденные несколько недель проводят в гнезде вместе со своими родителями, обоими. So quite a model for social affiliation. То есть вот такая прекрасная модель социальных чувств. The montane vole, on the other hand, При этом вот такой же, но живущий в горах, is a bit of a gigolo. он как жигол такой. So montane voles don't pair bond. Вот здесь самцы, соответственно, никак-то особо не парятся в отношениях с потомством. The montane voles
live alone in isolation, Живут они одни в изоляции, no pair bonds, no friends. друзей нет, и вот ничего такого не делают. So if you look at the brains of prairie voles and montane voles and compare them, Если смотреть на вот этих полевок и горных, на мозг их и сравнивать, there's a very striking difference in the oxytocin vasopressin system. то там огромное различие в том, как ведет себя система окситоцина, Vasopressin. и вазопрессин. Мгм. So the next slide, please. So if you look at oxytocin staining here, Ну вот здесь, если на окситоцин посмотрите, что остается, you see significantly more vasopressin staining in the brain of the prairie vole compared to the montane vole. то вот у этого, который в прерии живет, гораздо больше, нежели у того, кто живет в горах. And in fact, you can reduce the social affiliation behavior in prairie voles by giving vasopressin antagonists and oxytocin antagonists or ablating this system. И, в принципе, мы можем снизить степень его чувствительности и дружелюбности, если давать ему блокираторы окситоцина. And you can make montane voles look like the epitome of family values if you give them А oxytocin. если давать окситоцин вот этому одиночке рыгал, который живет в горах, он, наоборот, будет такой очень семейный. So this has created great interest in autism. Это очень сильно подогрело интерес к аутизму. And in fact, people have looked at oxytocin and vasopressin levels in autism. И стали смотреть, собственно, на уровне вазопрессина и окситоцина при аутизме. Have looked at genes involved in both oxytocin, vasopressin, and receptors, and found И стали abnormalities in смотреть autism. на уровне продуцирования вот этих веществ в рецепторах и увидели большую разницу. There are many reasons to be interested in oxytocin and vasopressin in Есть autism. масса причин, почему надо бы поинтересоваться этим вопросом при аутизме. So if we go to the next and the next. And so you see here many of the reasons that this has been interesting for the field. And there are very large studies that are ongoing now that have looked at То есть в этой области это интересное очень дело, и сейчас проводится ряд очень больших исследований, nasal administration of oxytocin. в которых пытаются окситоцин впрыскивать через нос. And in one meta-analysis that was И в done, одном метаанализе, который был сделан, next slide, please. You see that there are at least 3 studies in autism that have suggested that there may be some anxiolytic or anti-anxiety signal here. там есть предположение, что это может несколько снимать, уровень тревоги снижать. And the longer-term studies are looking at whether there are measurable changes in social communication and И есть social большое affiliation. исследование, которое сейчас проводится, которое пытается понять, есть ли там значительные улучшения в области социальной коммуникации. And what this does is highlight how our interventions are increasingly being informed by our knowledge of what might be going on in terms of underlying physiology. То есть это еще один пример, который в котором мы пытаемся понять, как наше исследование и наше клиническое вмешательство связано с попыткой понять, что за этим делом физиологически стоит. So I realize that we're coming up near the end of our time, so I just want to quickly Похоже, мы touch on время уже irritability. перебираем, я хочу быстренько про раздражительность сказать. So irritability has been another very common target in clinical trials for Ну вот это autism. еще такая очень большая область, которая часто проверяется в клинических исследованиях. And there's a very nice meta-analysis that was done just recently that you'll see in the handout. И еще один очень хороший метаанализ был произведен, вы увидите потом это вот на слайдах. In the interest of time, I just want to move В интересах времени quickly я to быстренько here.
Сюда перепрыгнем. So this is the result of the meta-analysis, and I think that the good news is that there have been a number of studies that have looked at two drugs in particular for irritability. Ну, хорошие новости в том, что было несколько исследований, которые смотрели в основном эффекты двух медикаментов, которые пытаются справляться с раздражительностью. There appears to be some very clear clinical improvement associated И with either of these похоже, drugs. есть клинические улучшения, ассоциированные с использованием одного или другого из этих медикаментов. The bad news is that there are Но only новость two плохая, medicines, что есть только два медикамента. risperidone and aripiprazole. Это респиридон и... Ага, наверное. So clearly a long way to go in terms of elaborating the evidence base here for this То есть symptom. понятно, что здесь тоже далеко-далеко до того, чтобы оно было доказано эффективным. So we'll move to the summary slides. Переходим к заключающим слайдам. So what we've covered today, I hope, is Я sufficient надеюсь, что вот то, о чем мы сегодня говорили, to highlight the fact that there's really very good evidence to support behavioral interventions for действительно many есть очень symptoms of хорошие autism. доказательства эффективности поведенческих вмешательств для того, чтобы справляться со многими симптомами. That individuals with autism and related conditions experience the very same medical problems that everyone else does, and we Люди с can't lose sight of that. аутизмом, у них есть такие же медицинские проблемы, как у других людей, и мы ни в коем случае не должны об этом забывать. In many cases, they may have co-occurring psychiatric disorders like depression and anxiety В and частых attention случаях deficit. у них есть сопутствующие психиатрические другие нарушения, такие как тревога, депрессия и так далее, And those can and should be the focus of treatment as well. которые также могут и должны быть фокусом нашей программы помощи и лечения. There's some evidence to suggest that the response to common medicines in autism may be somewhat different. Есть также доказательства того, что ответ на те же самые медикаменты у людей с аутизмом может отличаться от обычной популяции без аутизма. And in particular, children and young people with autism may be more sensitive to some И особенно medicines. люди, молодые и дети с аутизмом могут быть более сенситивными к ряду этих медикаментов. There may also be some differences in response in terms of how old a person is in terms of their Также receipt of medicines. могут быть различия в зависимости от того, каков возраст, каков возраст человека, который получает эти медикаменты. We've talked about many of the medicines for which the evidence is best. Мы говорили о том, что есть медикаменты, у которых есть хорошие доказательства эффективности. There also, although we didn't talk about it in detail, may be some evidence that suggests that even though aripiprazole and risperidone are from the same family of medicine, that the responses to those two drugs may be somewhat different. Есть также данные, мы о них особо не говорили, это по поводу респиридона и второго препарата, которые из одной и той же группы, но при этом дают несколько разные эффекты. And there obviously are significant gaps that remain in our knowledge. И существуют огромные пробелы в нашем знании. So I want to come back to one more image for you as we close. И по мере того, как мы собираемся заканчивать, я еще хочу показать вам одну картинку. Back one. There we go. Yeah. So back to the Big Dipper. Возвращаясь к Большой Медведице. So, you know, we looked at some of these surrounding Мы смотрели на то, что ее sites. окружает. And it turns out that these are actually galaxies. И похоже, это вообще какие-то галактики целые. So next slide. This is one of those. So if Это you одна из них. expand one of those little stars То or есть, когда dots, начинаешь увеличивать одну из этих маленьких звездочек или точечек, it reveals a whole universe. оказывается, там за этим целая вселенная стоит. I think that where we're at in terms of the field of autism now И вот то, что мы сейчас добавляем, особенно в области аутизма,
is that the genetic studies and some of the basic science is revealing that we're about to discover new universes of opportunity. Исследования генетические и другие нам показывают, что мы почти что открыли вот эти новые галактики, вселенные, That those complicated maps of the architecture that we looked которые at еще больше усложняют вот эти вот архитектурные сооружения, про которые мы думаем, will create new universes of opportunity for us in terms of intervention in the которые при future. этом нам создают целые вселенные новых возможностей по поводу нашего вмешательства разнообразного. As well as new opportunities to rethink the boundaries around some of the А также disorders новые that we возможности treat. для того, чтобы пересмотреть вот эти границы между различными состояниями. So with that, I И want to это thank you for the invitation to come back yet again, спасибо, что обратно еще раз пригласили. and thank you for your attention И for 2 спасибо hours вам за here ваше today. внимание. 2 часа на меня смотрели. Спасибо большое. Спасибо. Ну вот меня организаторы должны сказать, есть ли у нас время на вопросы, потому что мы время So the перебрали. organizers should tell us if we Есть? still have time for questions. Вроде есть, вроде никто нас не останавливает. Nobody is Единственное, что going нам to нужно kick успеть us, на самолет out. очередной, потому что мы Of Брайану course, we спать have не собираемся to, давать. Полетит в be on time Воронеж, at the airport because we are конференцию on the «Фондовый way to выход». Voronezh. Я думаю, что мы все-таки давайте пару вопросов зададим Let's Брайану. do a couple of questions. Поэтому вот вы их говорите, только если можете, говорите громко, а я их, наверное, буду повторять в микрофон, если не будет They все же will tell that слышно. and Slav will И я вас translate. прошу очень, Фонд «Обнаженные сердца» очень ждет ваши анкетки с вашими имейлами, чтобы вам информацию о событиях рассылать. Пожалуйста, не уходите, не заполните. Ладно? Ну что, есть вопросы? Ага, ну вот давайте. Слав, смотри, 1, 2 пока вижу. Раз, два. Ну хорошо, вот, Таня, у тебя глаза лучше. Ага. Давайте я попробую вас переводить тогда. Или хотите сами себя перевести? Ага. Yes. Это у меня общий вопрос. Я не очень разделяю все эти взгляды, поэтому я буду на стороне дьявола. Я должен вас переводить ведь, правильно? Люди же должны понимать, что вы спрашиваете, нет? Хорошо, вы можете сами тогда повторить. Давайте. Sure. Okay. Окей, да, Я в этом вопросе немножечко усилю Да-да-да, я... точку зрения, которую я сам не верю. Все понятно. So the question is, what is a disorder? And is autism really a disorder or a part of the continuum within the population? И является ли аутизм расстройством или частью спектра или некоторого континуума? I may comment a little bit more about that. So, Еще немножко по этому поводу комментарий зала. so you presented a lot of data showing that there is a genetic and biological basis for autism. Вы представили много данных, которые говорят о том, что есть данные о том, что аутизм это генетическое, биологическое нарушение. Not a disorder. I didn't say that. Ну хорошо, не нарушение, а расстройство, да. I didn't say anything about the disability. I just say autism. Yeah. That's important. Хорошо, не называлось слово ни расстройство, ни нарушение, называлось просто слово аутизм. Yeah. So the basis, biological basis can illustrate that there is a great variability within population, and also in terms of social skills and in terms of the affinity to the repetitive actions, as you nicely presented. Вот теперь сами это скажите по-русски. Я хотел сказать, что были представлены многочисленные данные, которые подтверждают, что есть большая вариабельность, вариация популяции Да-да-да. касательно и социальных навыков, и вот этих повторяющихся действий, которые, собственно, являются признаками аутизма. Да, ну, But the question is whether all those features are really a marker of a disorder or just feature, just features of a certain
different part of population, and as such are normal in a way. And the example of the Prairie Wolf and the Mountain Wolf are really good in. Значит, смотрите, мы должны сейчас вас просить сформулировать вопрос окончательно, потому что он длинный слишком получается, и вы просто заберете время у второго возможности человека спросить. Итак, является ли это характеристикой расстройства или характеристикой, которая присутствует у людей вообще? Правильно, да? То есть мы вас правильно поняли. То есть является ли это, может быть, вариантом нормы и вот частью такого общества? So thank you for your question. Спасибо большое за ваш вопрос. I think it's a very important question. Это очень важный вопрос. The way that psychiatry, as you know, has defined disorder is on the basis of functional impairment. Ну вот психиатрия описывает нарушения на основании сложностей функционирования. So, to your point, a person who has obsessive compulsive disorder Ну вот с вашей точки зрения, человек, у которого есть обсессивно-компульсивные нарушения, and disorder is in the diagnosis of и нарушение — это часть, собственно, вот этого диагноза, is someone who needs to repeatedly check things so often that it interferes with his or her life. то есть человек, который должен проверять что-то настолько часто, что это мешает его повседневной жизни. But if you put that very same person at the end of an assembly line and charge them the responsibility of checking for defects, Ну вот, а если вы этого же человека помещаете на конвейер, и он должен проверять наличие дефекта постоянно одного и того же. or in a reactor to check to ensure that all of the safety protocols are being followed, Или он у вас отвечает на атомной станции за то, что все протоколы безопасности выполняются в соответствии с каждым пунктиком. it's not a disorder at all. Там вроде как это уже и не нарушение. So we define disorders as a function of impairment, broadly written. То есть все-таки мы определяем расстройство или нарушение, говоря о том, как они мешают функционированию. Having said that, it's very clear that there are some behaviors that are several standard deviations away from a continuum that would look like a normal distribution in the population. И в этом смысле мы должны понимать, что есть достаточно значимый набор поведений, которые находятся достаточно далеко от стандартных вот тех отклонений, которые позволяют говорить, что вот это средняя норма в популяции. And when you see those behaviors aligning with functional impairment, И когда вы видите такого рода поведение вместе с теми нарушениями по функционированию, которые существуют, then it becomes easier, I think, for the field to identify disorders in those domains. мы таким образом имеем возможность, или становится легче определять тип нарушения, с которым мы сталкиваемся. At the end of the day, we are all human beings, В конце дня мы все, в общем, люди живые. and we can only exhibit human behavior. И у нас есть возможность только человеческое поведение и, в общем, демонстрировать. So there's almost no behavior that one could imagine that isn't in some way able to come back to some broader continuum that's expressed in the population. Ну, то есть, на самом деле, раз мы все люди, то все мы имеем какого-то рода поведение, которое вот в нашем широком континууме может быть представлено. And it becomes particularly interesting around some of these social behaviors that we focus on in autism. И это становится еще более интересным, когда мы думаем о социальных поведениях, которые представлены вот в этом спектре аутистичности. That is where we draw the line between disorder and general population trait. И когда вот нам нужно нарисовать эту условную линию между нарушением и общей популяцией. So it's a really important question for us to think about as a field. Очень-очень важный вопрос, о котором мы должны думать. Thank you again. Спасибо большое. And
А я хотел просто добавить еще, переведи, правильно, ладно, тоже. А я хотел еще от себя добавить, мне кажется, еще такая возможность есть у нас, когда мы совершенствуем методы нашей помощи, мы можем, с одной стороны, вот с диагностикой мы все увеличиваем количество людей, которых мы называем людьми с нарушениями, а когда мы учимся лучше учить, лучше понимать симптомы, лучше понимать способы помощи, может, в определенный момент мы научимся и сужать количество этих людей, которых мы просто научимся лучше адаптировать в школе, адаптировать на рабочем месте, и их функция не будет нарушена, потому что мы извращенно понимали их потребности. Поэтому я понимаю, что это такой большой философский вопрос, но пока мое понимание такое, все-таки мы диагноз ставим там, где он мешает человеку жить или ребенку учиться, или, так сказать, в семье функционировать. Это понятно, что это все поведенческие диагнозы очень условные. Давайте дальше пойдем. About vaccination. If there is any genetic predisposition and other things. So the question relates to Вопрос про whether there's any reason to think that vaccinations may be involved in autism risk. Вопрос был про прививки, и Брайан переспрашивает, и вы имеете в виду, увеличивают ли прививки риск аутизма? Yes. Because the many parents are asking about that. Yeah. So thank you for that question. Спасибо большое за этот вопрос. So this is an area that has received a lot of attention in the field. Но вот в этой области как раз довольно много внимания потрачено и обращено на этот вопрос. The reason that it initially became important was because people were noticing that at about the very same time that their children were getting immunized, they were starting to exhibit symptoms of autism. Ну и причина, по которой вообще эта идея возникла, она заключается в том, что симптомы первые, которые мы начинаем замечать, или родители начинают замечать у детей, они совпадают с временем как раз вот проведения вакцинации. In fact, if you look over the first 2 years of life, Ну, когда вот посмотрите на первые 2 года жизни ребенка, there are immunizations happening all the time. Вот там сплошные прививки. Every 3 to 6 months almost. Каждые 3-6 месяцев кому-то, в общем, какую-то прививку делают. So it would be very hard to uncouple whether the onset of symptoms of autism were related to those immunizations or whether they were coincidental. Естественно, при такой интенсивности вакцинации возникают методологические сложности, как разделить, собственно, то, что происходит в результате прививок, а что происходит, в общем, само по себе. So we've looked at that in many different ways. We've asked the question, То есть мы на вот этот как раз вопрос смотрели, мы, как большое международное научное сообщество, с очень разных точек. with large national databases where you can look at everyone who's been immunized, everyone who hasn't, everyone who has autism. Анализировались вот национальные базы данных, кто им, кому, за какие прививки делались. So in studies that have looked across these population databases, whether or not you're immunized does not, there are not more people with autism who were immunized than people with autism who weren't. Ну и The что rates are the показывают? same. Что показывают эти исследования? Ну, во-первых, они показывают, что вопрос такой, увеличивается ли количество тех, у кого были прививки, если мы смотрим на большие количество данных, и с аутизмом, и по сравнению с теми, у кого не было прививки. Нет. So then you can ask, Дальше вы можете задать следующий вопрос. you can ask, well, does immunization make autism worse? Следующий вопрос, ну, может быть, количество такое же, но аутизм тяжелее протекает у тех, кто был привит. So comparing children who were immunized who developed autism, did they have a different developmental trajectory than children with autism who weren't Может, у них immunized? траектория дальнейшего развития другая, может, они хуже развиваются, если у них была прививка. У них был так и так был бы аутизм, но вот он хуже будет развиваться. Do the symptoms happen sooner, or they? Или, может быть, симптомы возникают раньше у тех, кто получил прививку. And once again, no evidence И that на эти immunizations вопросы make it тоже worse. нет, ничего такого нет. So then you could say, well, Дальше можно задать следующий вопрос.
How about in the same family where there are genetic risks for Вот, autism? допустим, у нас в семье есть генетический риск, Could the immunizations combine with a genetic risk to может, она increase? совпадает когда с генетическим риском, тогда мы получаем что какое-то осложнение от иммунизации, в смысле аутизма. So if you look at a family where there's already a child with autism, Если мы посмотрим на семьи, в которых есть уже дети с аутизмом, is the risk of the second or third child having autism different whether or not they get immunized? ну, допустим, будет ли у второго или третьего ребенка выше риск аутизма, если у него будет или не будет прививка? Again, no. И опять no же, данные increase in risk. подсказывают, никакой разницы нет. In fact, in that study, it looked like being immunized actually lowered your risk for И autism. там даже получается, ну, насколько это статистически точные штуки, но получается даже, что ниже риск, если делают прививку. So there have been over a dozen different studies that have looked in different ways at whether there could be anything going Больше on. десятка очень таких больших исследований было проведено, которые вот так вот с разных сторон пытались все And the answer appears to be that it's just the fact that during the first 2 years of life is often when children are first exhibiting the symptoms of autism, and that happens to be a time when we're giving them their Все из них отвечают одинаково. Просто первые 2 года жизни совпадают по времени с самым большим количеством прививок. In fact, the genetic studies are leading us to a period much earlier in development. А на самом деле все, что нам показывает генетические исследования, они показывают, что все намного раньше происходит. And so now we're looking at exposures in utero as potential То risk есть factors. сейчас больше всего исследований посвящено тому, как во время беременности что-то могло повлиять, чтобы вот все вот это вот как-то увеличить, усилить и так далее. And there have been some factors that have been identified that look like they might contribute risk. И там есть некоторые факторы, которые могут увеличивать риск. Gestational diabetes, for example, Например, диабет беременных. and exposure to certain beta adrenergic antagonists. Ну, например, если применяются определенные бета-агонисты. So the field is now focused on environmental factors that may be combining with genetic risk factors that are happening in the prenatal period. Возможно, там есть какие-то триггеры, которые совпадают с генетической предрасположенностью. Это все происходит очень рано, где-то на оси вот этой развития. But thank you for your question. It's a really Спасибо за good ваш question. вопрос. И если вы хотите больше об этом посмотреть, на сайте ресурсном вот, онлайн-центра «Обнаженные сердца» есть другая лекция Брайана Кинга, где он как раз подробнее об этом говорит. И там много-много, поскольку это вопрос такой, который постоянно спрашивают. И я все время еще к этому добавляю, ну вот и Брайан, и я, и другой мой уважаемый супервизор, профессор Брайан Филлипс, мы все прививаем своих детей. Вот единственное, что мы можем сказать, и внуков тоже, да. Да. Мой вопрос несколько пересекается с предыдущим вопросом. Сейчас очень часто я слышу мнение о том, что аутизм связан с нарушениями аутоиммунной системы, в некотором смысле даже является следствием нарушения аутоиммунной системы. So another idea is somehow connected with the previous question. It might be that autism connected with autoimmune disorders, and it might be even like a result of some autoimmune disturbances. So there is some evidence that is leading people to want to explore autoimmune processes. Ну вот есть некоторые данные, которые сейчас заставляют больше задумываться о роли аутоиммунных процессов. But again, the focus is much earlier in development. It's not connected with immunizations or Но это illness. все очень рано, то есть если это и аутоиммунное, это не то, что случилось тогда, когда уже прививки начались. Это было раньше. Yep. And this extends beyond autism. There's an interest, as you know, in other disorders. Ну и это ведь не только про аутизм, это про разные сейчас всякие другие расстройства. So autoantibodies to neurotransmitter receptor subtypes and so on. Нарушение нейротрансмиттерной передачи. Yeah. Спасибо. Последний вопрос, я думаю, уже все мы уже... Возможно,
So it was very interesting when you mentioned the correlation between the work with parents and medication and some comparison of that. Can you talk about that a little bit more? Вы хотите знать, нужно ли работать... Можно? Одну секунду. Можно я вас переспрошу? Просто вопрос, лекцию уже не сможете прочитать. Вы конкретно спрашиваете, что важнее, родители или лекарства? Или... Тема именно связи ребенка с... She's just telling that's interesting for her. Ну, вопрос сформулируйте. Slava is re-asking what's the question. Простите, ради бога, чтобы было понятно, что сказать. Я в данном случае имею в виду, где можно... Просто где почитать. Ага. So, yeah, just advice, yeah. Okay. And it sounds like people are getting anxious to call it a day here. Похоже, что многие уже начинают волноваться, мы подходим к концу. So there has been a growing interest in looking at combining parent behavioral intervention and supports or other behavioral intervention strategies with medication, and it takes a variety of forms. Ну, сейчас довольно много накапливается исследований, которые как раз анализируют комбинацию поддержки родителей и использование различных других форм лечения, в том числе и медикаментозного. I think one of the nice things that I didn't highlight in the study, but which deserves to be underscored, is that equipping families with behavioral tools to manage disruptive behavior in their children is something that has no downside. Ну вот, может быть, одну вещь я не очень обозначил в своем выступлении. Если вы даете семье методы справляться с поведением, поведенческие знания, здесь нет никаких осложнений. And in fact, when families have experience with behavioral intervention strategies, they're often able to share those with schools. И как только у семей появляются знания о том, как использовать поведенческие стратегии вмешательства, они и получают возможность и с образовательной системой этим делиться. And it's very important that we have common behavior programs that go from home to school and back. И у них есть известные вот эти поведенческие программы, которые и работают и дома, и в образовательных учреждениях. Yes. So we'll see more of those studies. Но больше будет сейчас исследований именно на эту тему. Yes. So, all right. Thank you. Все, спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Очень было здорово.